Добрый день! Сегодня мы будем делать шоколадные маффины на закваске. До этого я делала кексы на закваске и делала эти кексы для того, чтобы сработать закваску. Вообще мы делаем различную выпечку для срабатывания закваски, когда ее накапливается слишком много, избыток уже у нас появляется. Но эти маффины я буду делать на закваске. У меня вот такая вот активная закваска. И именно она у меня будет тем самым компонентом, который будет поднимать мои маффины. Видите, какая она ноздреватая, у меня красивая, вся очень пористая и разрыхленная. Я не буду использовать соду, я не буду использовать никаких разрыхлителей. Именно закваска будет поднимать наше тесто. Для того, чтобы сделать маффины, я сначала беру муку высшего сорта. Мука у меня бело-нежная. Я насыпаю 150 граммов муки высшего сорта. И в эту муку необходимо будет добавить порошок какао. Я беру столовую ложку какао. И необходимо очень тщательно смешать муку вместе с какао, чтобы у порошка какао не было никаких комочков. Вы знаете наверняка, что какао легко собирается в комочки в любой жидкости, поэтому нам надо этого избежать. Растираем все комочки и превращаем муку с порошком какао в однородную смесь. Все, я смешала все какао с мукой. Дальше возвращаю смесь на весы. И нужно будет добавить сюда закваску. Мне потребуется 60 граммов освеженной закваски. Далее в эту же смесь я добавлю кислое молоко. У меня есть молоко, которое постояло в холодильнике, прокисло. Здесь небольшое количество, но мне будет этого достаточно. Мне нужно 50 миллилитров этого кислого молока. Можно добавить кефир, можно добавить воду и сметану. Но я добавила вот это кислое молоко. Очень хорошо для срабатывания вот таких продуктов. Далее в нашу смесь разбиваем одно крупное яйцо. У меня яйцо S0, достаточно большое. И нужно все перемешать. Итого у нас из жидкости получается закваска, яйцо и кислое молоко. Никакой воды мы не добавляем, никакого свежего молока не добавляем. Это вот вся та консистенция, которая должна быть. Еще я добавлю масло, оно добавит немножечко жидкости. Но не удивляйтесь, что масса достаточно плотная, она именно такая и должна быть. Тщательно размешиваем до однородности. Собираем в комок все наше тесто. Ну а дальше я беру сахар. И сахара мне понадобится 70 граммов. Можете положить меньше, если любите не очень сладкое. Можете чуть побольше, но по моему опыту 60-70 граммов это оптимальное количество сахара на это количество муки. Далее добавляю растопленное сливочное масло. Можно добавить размягченное сливочное масло, но вмешивать вам будет достаточно тяжело и придется долго мешать. Поэтому масло топим на водяной бане, добавляем к тесту. И при помощи вот такого пластикового скребочка или шпателя очень удобно вмешать. Если руками месить, будет некомфортно, потому что масса достаточно жидкая, вязкая и жирная. Будет не очень приятно руками это делать, поэтому смешиваем либо ложкой, либо шпателем. Самое удобное это шпателем. И вот таким образом я размешиваю массу до абсолютной однородности. Все, я размешала массу до однородности. Она фактически у меня взбитая. Как раз вот такая густота и консистенция — это именно то, что нам нужно. Не знаю даже с чем сравнить. Может быть с тестом на оладьи, хотя чуть-чуть погуще все-таки. Все, оставляю массу бродить. Она будет подниматься на закваске порядка 2 часов. Накрываю пленкой. Оставляю бродить примерно на 2 часа при комнатной температуре. Комнатная температура у меня сейчас около 22 градусов тепла. Не ставлю в холод, не ставлю в тепло, не грею. Оставляю
таких условиях накрываю пленкой и жду, когда масса поднимется. Тесто на маффины шоколадные у меня простояло 2 часа с небольшим. Я уже посмотрела при помощи вилки, что оно у меня подошло. Вижу внутри разрыхленность. И думаю, что этого будет достаточно. Беру вот такую силиконовую форму. И сейчас буду раскладывать силиконовую форму. Чтобы тесто сильно не прилипало к рукам и к ложке, я смочила ложку, смочила руку. Беру тесто и раскладывать буду примерно либо на 2/3, либо на 3/4 формы. Сначала раскладываю буквально по пол-столовой ложки понемногу. Сейчас вы поймете почему. Здесь у меня есть порезанный горький шоколад. И я этот шоколад сейчас добавлю к маффинам. То есть я положила по пол-столовой ложки, добавлю шоколадную крошку. Это натуральный горький шоколад из плитки нарезанный. А сверху еще добавлю тесто. Теперь я беру влажными руками, чуть-чуть равняю поверхность. Сильно не надо упорствовать. Чуть-чуть придаем поверхности однородность. И у меня осталось еще немного шоколада. Да и я по чуть-чуть вот так сверху его добавлю. Вот. Кому-то больше досталось, кому-то меньше. Не критично, но я думаю, что хуже точно не будет. Распределили всю красоту. Поскольку здесь у меня нет соды разрыхлителя и нет того компонента, который мгновенно мне может поднять тесто в духовке, поэтому сейчас наши маффины надо оставить еще подходить. Я взяла стеклянную киевскую форму для запекания. Она как раз хорошо подходит по размеру и высоте. Накрываю этой формой, оставляю еще на час. И после этого буду отправлять в духовку. Духовку заранее разогреваю на 180 градусов. Маффины простояли у меня чуть больше часа. Не могу сказать, что они сильно поднялись, но подросли немного. Я думаю, что пора их уже отправлять в духовку. Духовку я разогрела на 200 градусов, и выпекать я их буду около 15-20 минут. Буду смотреть по их состоянию. Сейчас отправляю в духовку. Я только что вынула шоколадные маффины из духовки. Даже без соды, даже без разрыхлителя. Вы видите, как они замечательно поднялись. Очень красивая серединка куполом поднялась. Они у меня выпекались около 20 минут. Температура сначала 200, через 5 минут я ее снизила до 180 градусов. Сейчас чуть-чуть остынет моя формочка, чтобы я могла спокойно и безопасно держать ее в руках. Я их вытащу, остужу и потом покажу вам на разрезе. Но я думаю, что они классные. Мне они очень нравятся даже сейчас, чисто внешне. А аромат шоколадный стоит просто потрясающий. Посмотрим на разрезе, но уже сейчас я могу сказать, что можно печь без разрыхлителя, без соды. Вот такие прекрасные маффины можно сделать по аналогии кексы на закваске, где закваска является основным компонентом, поднимающим наше тесто и разрыхляющим его. Оставляю остывать. Разрежем, посмотрим, что получилось. Такой вот маффин. Видно, что в нем много масла и достаточно много сдобы. При этом разрыхленное хорошее тесто. Очень приятная текстура, пористая, красивая. И напоминаю, здесь нет ни капли разрыхлителя, ни капли соды. Все только на закваске. Только натуральный разрыхлитель у нас природный. И сейчас я его попробую, но аромат мне уже нравится. Я думаю, что и на вкус мы его тоже оценим положительно. Подписывайтесь на мой канал, будем вместе печь и испечем еще много всего интересного.